Сяо Яня хорошая поддержка в лице главы Танчжэня из Долины Горящего Пламени. Здорово, что он не забыл помощь Сяо Яня в прошлом. В древних руинах собралось столько мощных экспертов, среди них и немало врагов Сяо Яня, поэтому стоит быть крайне осторожным. Сяо Янь с помощью Цзэянь легко заполучил фрукт души зародыша для учителя. Но вот за фрукт происхождения дракона и феникса произойдет настоящая битва. Племя Небесного Феникса против команды Сяо Яня. И даже битва душ прародителей легендарных зверей. Чем она закончилась, мы рассмотрели в предыдущем видео на канале. И вот команда Сяо Яня покинула древний лес и духовный звериный барьер, направившись на поиски сильнейшей техники, что заинтересовало практически всех экспертов. По пути Сяо Янь вдруг почувствовал знакомый аромат. Это были целебные пилюли. Весьма насыщенный лекарственный аромат. Как первоклассный алхимик, Сяо Янь точно мог определить их местонахождение. По его предположениям, рядом находилось хранилище пилюль. Пилюли всегда обладали большим спросом в этом мире. Кроме того, сейчас они находились в руинах, оставленных святым. Вот почему соблазн целебных пилюль лишь возрос. Ребята, всем огромная благодарность за 40 тысяч подписчиков. Это действительно невероятная поддержка. А если вы еще не подписаны на YouTube канал Киномикс, то подпишитесь прямо сейчас и поставьте лайк. Видео выходят 2 раза в неделю. Так вы не пропустите продолжение. Это лучшая благодарность за наш труд. Здесь находилась, помимо прочего, легендарная пилюля 9 ранга в форме зверька, почти 9 уровня. Однако заполучить ее оказалось очень непросто. Все потому, что другой сильный эксперт нацелился на это сокровище. Кто же это был? Конечно же, Цин Линь. Она выбрала самый подходящий момент, чтобы схватить пилюлю. Сяо Янь помрачнел, ведь пилюлю забрали почти у него из рук. В тот же миг коричневатое пламя загорелось на его кулаке. Он возник прямо перед таинственным экспертом в маске и направил удар. Цин Линь, девушка с тройными зрачками змеи, давний друг Сяо Янь. Но сейчас она его не узнала, а Сяо Янь тоже не мог разглядеть ее лицо в маске. Начнется жаркая битва. Цин Линь совершенно не испугалась атаки Сяо Янь. Она также за эти годы смогла достичь уровня почтенного воина. Причиной этому ее уникальное тело. Но она пробилась лишь недавно и еще не сумела стабилизировать свою силу. Их атаки столкнулись. В результате девушка отступила на несколько шагов назад. Сяо Янь понял, что это тот самый человек, который предпринял атаку на Цзэянь в их лагере. Ее зеленый свет имел какое-то контролирующее свойство. Он подал знак Сяо Исянь и почтенному Я Тяньхо, чтобы они отрезали все пути к отступлению. Цин Линь сказала, что уже давно охотится за пилюлей и не желала отдавать ее Сяо Яню. Холод вспыхнул в его глазах. Лекарственный зверь слишком редок и важен, поэтому Сяо Янь стал серьезен и вступил в битву с таинственной девушкой в маске. Казалось бы, на стороне Сяо Яня численное преимущество. Однако Цин Линь также непроста. Около десятка силуэтов выскочило из пространства. Одновременно воскликнув, все они направили свои удары на Сяо Яня. В момент вспышки зеленого света Сяо Янь напрягся. Он слегка удивился возникновению помощников, но точно не паниковал. Он исчез во вспышке и увернулся от более чем 10 ударов. Сяо Янь с интересом посмотрел на новых участников боя. Аура тех людей невероятно поражала своей силой. Впереди них находилось двое силой почтенного воина, а остальные обладали силой предка 9 звезд высшей ступени. Их число превосходило группу Сяо Яня, но больше всего поражало, что они были из племени глубоководного питона, тех самых зверей из тройки сильнейших. Именно на их территории возникли древние руины. Сяо Янь теперь с тенью опасения смотрел на девушку. Она могла полностью контролировать таких могущественных экспертов, даже двоих почтенных воинов. Сяо Янь заметил остаток сознания в их глазах, однако, судя по их состоянию, тела все равно находились под полным контролем. Она способна контролировать их тела, но не сознание. Какая странная техника, подумал Сяо Янь. Изначально он решил, что она использовала особый метод для создания марионеток. Однако теперь стало ясно, что она просто контролировала тела этих экспертов. Кроме того, она даже запечатала их души. Ее техника не только таинственна, но и очень сложна. Вот почему Сяо Янь стал более осторожным. Он велел Сяо Исянь и Я Тяньхо не вмешиваться в бой и стоять на страже, чтобы не позволить ей сбежать. Махнув рукой, появилась марионетка и 10 других марионеток. Они устремились вперед, без страха смерти, на экспертов противника. Марионетки Сяо Яня взяли на себя экспертов Цин Линь, а значит, теперь произойдет сражение между ими двумя. Сяо Янь снова направил мощный удар.
Девушка отступила, а она начала формировать ряд загадочных ручных печатей, крикнув название техники «Похищение души». Зеленый свет выстрелил из ее глаз и засветился на теле Сяо Яня. Тот оставался холоден, когда вспыхнул зеленый свет. Небесное пламя резко окутало его всего, но даже при его поддержке он ощутил, как его душа задрожала. В тот момент, когда зеленый свет проник в его тело, словно бы он пытался вытянуть его душу, зеленый свет вспыхнул несколькими волнами во всех направлениях. Цин Линь призвала второй навык – Око контроля. Появился зеленый адский глаз. Сяо Янь ощутил, как все его тело застыло, словно бы весь его контроль над телом испарился. Это явление заставило Сяо Яня напрячься. В трейлере показан этот волнительный момент. Сяо Янь оказался в ловушке, точнее его душа и разум. Неужели Цин Линь смогла взять его тело под контроль? Не стоит забывать, что Сяо Янь как алхимик обладает просто чудовищно сильной душой и духовным сознанием. Поэтому в тот же миг он усилил контроль над своей душой. Учитывая его способности, ему не требовалось физическое тело для атаки. По приказу его мысли, могущественная духовная сила высвободилась наружу и преобразовалась в иллюзорную фигуру. Дух сжал ладонь в кулак и яростно нанес удар, разрушив око контроля. Хотя он и сумел подавить колебания души, но испытал жуткое чувство. Он видел множество различных тактик и методов, но никогда не встречал настолько таинственного умения. Подавив колебания души, его кулак яростно ударил по пространству и настиг девушку. В результате столкновения ее маска раскололась. Сжав кулак, в нем возник тяжелый черный меч. Сяо Янь занес его, но остановился, ведь заметил очертания лица под треснутой маской. Он изумился. Это была Цин Линь. По ее уникальным глазам Сяо Янь узнал давнего друга из Империи Дзяма. Она рассказала, что произошло и почему ей понадобилась эта пилюля. Но оказалось, что эта целебная пилюля нужна ей, чтобы избавиться от яда в своем теле. Эти слова заставили сердце Сяо Яня дрогнуть. Он тут же протянул руку и осмотрел ее состояние. Ее тело и кровь были пропитаны темной и холодной ядовитой ци, казавшейся способной заморозить ее до смерти. Цин Линь объяснила, что это был императорский яд питона, разъедающего сердце, от старейшины племени девятиглавого безмятежного питона. Говорят, что от этого яда нет противоядия. Однако Сяо Янь не согласился с этим. В природе все сбалансировано. Если существует яд, то должно быть и противоядие. Отсутствие противоядия означает лишь то, что его еще не нашли. На самом деле Цин Линь не начинала конфликта. Это они первыми напали на нее, узнав о ее тройных зрачках. Она пришла на центральные равнины и хотела найти некоторых зверей змеиного типа. Ее глаза привели к нападению, и она была вынуждена защищаться. Тройные зрачки нефритовой змеи являются смертельной угрозой для большинства волшебных зверей змеиного типа, кроме тех, кто имеет чистую древнюю родословную, как, например, семицветный питон королевы Медузы. Сяо Янь пообещал найти способ извлечь яд, как только они покинут руины, и предложил ей присоединиться к их группе. Естественно, Цин Линь не отказалась, потому что так давно хотела встретиться с Сяо Янем. После чего они вместе продолжили путь по древним руинам. Да, враги вдруг резко стали друзьями. Это удивительно. Однако с Цин Линь и ее помощниками, которых она контролировала, группа Сяо Яня стала просто чудовищной. Если посчитать, на его стороне уже 9 почтенных воинов. Перечислите в комментариях, кто эти 9 экспертов. Мне будет очень интересно почитать. Покинув зал эликсиров, группа Сяо Яня двинулась в главный зал, где, по слухам, можно отыскать ту самую легендарную технику класса Тянь. Они прибыли в главную область древних руин. В самом центре зала находилось 10 шаров света. Внутри каждого из них можно было смутно различить очертания свитка. Могли ли внутри находиться свитки с умениями класса Тянь? Сяо Янь заострил внимание в самом центре зала, обнаружив каменный престол. На нем находился скелет человека, кости которого окрашивались чистым цветом белого нефрита. Ладони скелета образовывали своего рода ручную печать. Скелет святого. Сяо Янь пораженно раскрыл рот. Он впервые встречал святого. Хотя перед ним находили всего-навсего кости, но они оказывали тяжелое давление на него, а также на остальных. Здесь уже находилось множество экспертов из различных фракций. Они не сражались, но исследовали это место. В том числе племя Небесного Феникса, павильон Ветра и Молний, долина Горящего Пламени, долина Ледяной реки и другие.
Причина такого затишья была в 10 человеческих фигурах серого цвета вокруг каменного трона. Их глаза были закрыты, а тела не шевелились. Да, все верно, это были еще десяток марионеток, однако намного сильнее предыдущих. Это были лучшие из лучших и похожи на марионетку небесного зла Сяо Яня. Другими словами, все они обладают силой экспертов почтенного воина. Более дюжины почтенных воинов в виде марионеток. Даже если воевать всем составом прибывших в зал экспертов, то победа будет очень нелегкой, а потери крайне велики. Все только начинается, нас ждет интересный сюжет, связанный с 10 свитками и 10 марионетками. Рассмотрим это в будущих видео. Большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на YouTube канал, так как наша следующая цель это 50 000 подписчиков. Ставьте лайки под видео и всем пока.